Хей-хей-хей, это не местные, всем привет. А мы начинаем наш необычный выпуск. В нашей жизни присутствует не только путешествие, но и неотъемлемой ее частью является спорт. И мы периодически ставим рекорды. Соревнуемся мы сами с собой, со своими предыдущими значениями. И сегодня мы решили поставить свой личный рекорд по пройденным шагам. Я хотел бы добавить, что этот выпуск немножко необычный, потому что в прошлый раз мы прошли 45 тысяч шагов. Это было в ноябре прошлого года. Вот сейчас, год назад. Да, сейчас вот вам дадим скриншот, если интересно, сколько мы там километров прошли. В этом году хотим побить этот рекорд. И вот сегодня хорошая погода, классное солнце, градусов 20-22. Супер, вот так вот мы одеты. По-спортивному, да. И посмотрим, удастся ли, потому что в прошлый раз очень сильно гудели ноги и болела у меня лично спина. У меня колено вышло из чата. Да, сейчас чувствуем себя прекрасно, ничего не болит. Через каждые несколько километров будем записывать, как мы себя ощущаем. Вообще получится ли поставить этот рекорд, мы еще не знаем, как и вы, потому что время ровно 12 часов сейчас. Вот, и посмотрим, что получится. Погнали. Боли нет ни в коленях, ни в суставах. Мы сумасшедшие. Полные энергии, вообще классное настроение. Нет жажды. Всегда ходите. А мы прошли всего лишь там 1/4 часть, даже меньше. Ходите в хорошую погоду. Ноги немножко так гудят чуть-чуть совсем, но боли вроде никакой нет. Ты моя девочка. Мозоли на обоих ногах. Ходите в спортзал и обратно. Ходите по спортзалу. Не переключайтесь. Ну что, мы прошли уже 5 километров с начала вот нашей, с начала нашего пути. Да, чувствуем себя пока отлично. 5 километров даются очень легко, дались очень легко. Ни боли нет ни в коленях, ни в суставах, нет жажды. В общем, идем дальше. Да, сегодня даже жарко немножко, но одеты мы соответствующим образом. Я думаю, что все будет хорошо. Никакой усталости нет, просто идем. Это совсем мало еще прошли, ладно. Посмотрите, с каким красивым видом мы идем. Сколько и как лучше ходить обычному человеку, мы узнали у мастера спорта по легкой атлетике, тренера по общей и специальной физической подготовке Дмитрия Назаренко. Ходьба сама по себе – это естественный процесс передвижения человека. Она не занимает никакого времени, никакого усилия фактически. Ты можешь идти, не чувствуя ничего, никакого дискомфорта. Вот твой шаг, вальяжный, спокойный шаг. Ты можешь регулировать своим подсознанием уровень своего напряжения во время ходьбы. То есть у тебя ноги не напряжены, при этом кровообращение совершенно в естественном состоянии, пульс у тебя работает более-менее активно, ты можешь спокойно развернуться, вот твоя динамика, координация движения, все спокойно, ничего не вызывает дискомфорта. При этом ходьба на свежем воздухе, насыщение кислородом, повышенный уровень гемоглобина в крови, то есть вентиляция самого организма с помощью естественного процесса дыхания свежего воздуха. Ходьба, она является предвестником бега. То есть, начиная бегать, человек должен сначала научиться ходить. Ходить в среднем темпе, в быстром темпе, в очень быстром темпе. Виды ходьбы есть скандинавская ходьба, которая является с палочками ходьба, вот это вот так называемая. Она делается уже помимо того, как ты начинаешь развиваться в своем естественном передвижении. Научись ходить просто ежедневно по 3-4 километра в день. Просто 3-4 километра в день для начала. Я думаю, что ни одному человеку это не составит особого труда. А потом уже техника бега. Во-первых, никакой нагрузки на коленные суставы. Люди очень сильно игнорируют ходьбу.
А ведь ходьба намного является начальником, родоначальником всего движения. Человек первые свои шаги делает именно в ходьбе. Мгм. Вот это вот и является то, что он сделал первый шаг. В итоге этот первый шаг у него становится уже, является его решающим. Будет он дальше ходить, либо не будет. Но человеку самому выбирать. Он может пройти 20 километров в день, может пройти до булочной и обратно. Это его личный выбор. Но я бы рекомендовал людям всегда, люди всегда ходите в хорошую погоду. Ходите в спортзал и обратно. Первые 10 километров позади. Состояние хорошее, мы даже успели забежать уже пообедать. Да, мы только что перекусили, полны энергии, вообще классное настроение. Торопимся дальше, быстрее, потому что время уже почти 3 часа, а мы прошли всего лишь там 1/4 часть, даже меньше от Да. задуманного, поэтому торопимся вперед. Как Идем. говорится, не переключайтесь. В ходе прогулки мы такие классные места проходим. Смотрите, это статуя Али Нино. Да, Это набережная, да, Черного моря, недалеко от морского порта. знаменитая Алинино. Здесь, в Батуми, очень много туристов приходит именно сюда, где бы они ни гуляли, в какой части города. А здесь всегда их очень много. Но здесь у нас повествует историю княжны грузинской Нино и азербайджанского принца Али, которые любили друг друга, но не смогли быть вместе. И вот эта вот конструкция металлическая, они проходят по кругу и сливаются в единое целое, не соприкасаясь. На самом деле красивый вид. У нас есть подробное, мы прям рассказывали, описывали в ролике про Батуми. Вот здесь будет ссылка выше, посмотрите, очень интересный выпуск получился. Ну и немножко такой информации, кто еще не знал. Эта статуя раньше стояла не здесь, знаешь? Нет. Она стояла раньше вот в том месте. Вот там. Место есть. Ее перенесли из-за того, что когда большие шторма бывают на Черном море, коррозия начинает съедать статую. И, в общем-то, это очень плохо. Поэтому ее перенесли немножко сюда. Теперь у нас здесь. Да, вот здесь она стоит прям очень классно. Ты идешь, и со всех сторон ты ее видишь. Там ее особо-то и не видно с набережной. Но место вообще классное. Здесь ходить, ставить рекорды, гулять, прям одно удовольствие. Да, Покажи, поэтому зелень, пальмы, идем буйство. дальше. Там еще кораблики. Сейчас мы поближе подойдем, покажем. Пока у нас сколько шагов, сейчас посмотрим. 15,5 тысяч шагов. Еще очень мало. Идем дальше. Подходим к еще одному кораблику. Он такой очень знаковый. Всю зиму я ходил к нему и видел одну кошку. Называли ее пираткой. Посмотрим, здесь ли она сейчас. Бежит. Смотрите, она здесь. Мы ее не видели. Сколько уже? Ты прыгнешь, что ли? Сверху спустилась, Ух нет? ты. У нее здесь свои До дети. сих пор похожи котята. Котята, да. Маленькие. Я рада видеть. Да. У тебя уже дети такие большие? Ну да, хотя им уже В полгода. октябре она окатилась, и у нее... Мы в октябре. Ой, я перепутал. Иди ко мне, иди. Ой, ты моя девочка. У нас есть ролик. Да, мы с ней уже вас познакомили, между прочим, в ролике про Батуми. Там был небольшой отрывок, и тогда мы впервые, спустя вот долгий перерыв, ее здесь встретили, были рады, просто несказанно. Вот поэтому посмотрите. Как пиратка. Она не хочет. Бежит, ведь бежит, ее зовешь, она бежит. Ну что за чудо? Они живут там, всем семейством. Да, это кошка, которая живет на корабле. Корабле вообще. Удивительная кошечка. Счастливая. Вот так. Глаза такие некрасивые, зелено-желтые. Опа. Вот. Доверяет. Доверяю.
Следующее включение. 25 тысяч шагов. Времени уже 5 часов вечера. Ноги немножко так гудят чуть-чуть совсем, но боли вроде никакой нет. Как у тебя? У меня отлично. Я боялась того, что у меня начнет болеть колено после 20 тысяч шагов. Так было в предыдущие 2 раза. Но, на мое удивление, все пока прекрасно. Никакой ни боли, ни дискомфорта я не чувствую. Вот, но тем более, как можно, когда мы гуляем по такой прекрасной набережной. Погода сегодня прям романтизирует наш поход, нашу прогулку. Да, потрясающе. Скоро будет закат, я думаю, мы вам тоже его снимем. Вот, а еще не забудьте подписаться на наши соцсети, телеграм-канал и другие. QR-коды будут на экране, а ссылки в описании. Туда мы уже выкладываем то, что происходит сейчас в режиме реального времени. Помимо ходьбы, в древние времена было создано еще что люди придумали. Олимпиада? Отжимания. Ага. Это было создано до тренажерного зала еще. Раз. Два. Ходьба. Отжимания. Потом. Те же приседания. Раз. Совершенно никаких усилий не нужно прилагать, не нужно ходить в тренажерный зал даже. Это совершенно естественные процессы жизнедеятельности во время физической активности. А какие последствия, если человек ведет, например, сидячий образ жизни, пассивный образ жизни, и у него в жизни очень мало физической активности? К чему это приводит? Гиподинамия, естественно, снижение артериального давления плюс гипертензия, то есть у человека снижается активность рефлекторов, которые отвечают за выработку тестостерона, гормона роста. То есть человек становится вялым, пассивным, неподвижным, гормональный фон меняется. Происходит, как бы говорится, человек становится вялым, пассивным, малоактивным практически. Это сказывается на таких болезнях, как остеохондроз, сидячий образ жизни. Таких учеников у меня очень много было, кстати говоря, которые приходили после сидячих работ, и потом приходилось выравнивать позвоночник. Для этого ты сама знаешь, у нас сколько тренажеров, которые мы с тобой уже прошли. Простейшие тренажеры. Вот эти движения все. Это простейшие движения, которые человек осваивает во время начальных комплексов своих тренажерных занятий. Имитация подтягивания тех же. Делаем такое движение. Для начала надо принять решение заниматься спортом. Да. Когда человек примет это решение, это считай, что первый шаг, который, можно сказать, такой символический шаг при ходьбе. Первый шаг сделать. Значит, принять решение для занятий спортом. Вот люди, которые занимаются спортом. И огромное количество спортзал, гантелей. Огромное количество гантелей. Да, если вы думаете, что если в спортзале очень мало, например, тренажеров, это ни о чем не говорит. Вы можете работать со свободными весами, правильно? То есть мы всегда можем подобрать комплекс упражнений. Кстати, представьте, что ты тоже являешься моей ученицей. Конечно. Все, отлично. Это снова мы. Позади 30 километров. 30 километров. Но до нашей цели нам нужно пройти еще как минимум 10 тысяч шагов. Вот, и мы надеемся все-таки сделать это сегодня. Поэтому ходим дальше. Да, вот сейчас у меня показывает на часах 39 тысяч шагов. Вот, в прошлый раз у нас рекорд был 44 с чем-то. 45. 45, да. В этот раз хотим сделать 50 тысяч шагов. Мы сумасшедшие. У меня мозоли на обоих ногах, на пальцах. Перевязали их. Ну, По пальцу перемотаны. да, здесь уже темно. Сейчас время 20 минут 10-го. 10-го, Ой, правда? 9-го. Но я думаю, еще часика полтора походим. Ну, наверное, да. Ну, в любом случае, мы вам покажем. А может быть и не дойдем, пойдем где-нибудь. Вы понимаете, что здесь происходит сейчас? Сейчас я вам объясню, что. У нас 101 подписчик. Да, у нас было пари.
как будет 100 подписчиков. Ну, 101 мы Мы договорились. решили 101, почему? Потому что может, например, -1, и тогда от 199 и как бы не считается радость впустую. А когда 101, даже если -1, это Держи. будет 100, ну и как бы... Поэтому мы танцуем. Я танцую. Константин пообещал станцевать, когда будет 1000. Да, 1000 подписчиков будет, я станцую. Как-нибудь так же. Просто. Это же вообще потрясающе. Да, мы радуемся 101 подписчику. А еще мы радуемся, что у нас почти 42 тысячи шагов. Это почти рекорд, но усталость есть. Прям такая хорошая. В ногах ноги напряжены, мышцы все. Но хорошо, что не болят ни связки, ни сухожилия. То есть острых болей никаких нет, просто усталость. Но мы прям готовы пройти 50 тысяч. Мы готовы пройти 50 тысяч. Готовы. А еще нас очень радуют ваши лайки и ваши комментарии. Вот, потому что они мотивируют нас, они показывают нам, что вам интересен наш контент. И да что такое-то опять? Ты специально вот так это вот, делаешь? чтобы свет был на тебя. Ну, в общем, вы знаете, что писать в этой ситуации. Я не подберу больше слов, таких, чтобы они были уместны здесь. Подписывайтесь, да. И вот это не последний наш рекорд, который мы, может быть, еще не сделаем сегодня. В смысле, не последний? Ну, в общем, все интересное вас ждет впереди. А нас впереди ждет еще 8 самых последних, самых сложных 8000 шагов. Да, пройдем ли Вообще. мы их, не знаем, но пошлите посмотрим. Я перемотал 3 пальца уже пластырем. Оп, В общем, заклеим. ставьте лайки за 100 подписчиков. Мы крутые. Ура! Свой рекорд 45 тысяч шагов мы уже побили. Да, вообще здорово, молодцы. Да, болят ноги, но, в принципе, мы довольны уже результатом. Но мы не останавливаемся, Нет. не останавливаемся на достигнутом. И впереди к 50 тысячам уже осталось совсем немного. Успеем. Идем дальше. Идем. Смотри, что здесь происходит. Ну что, у нас рекорд. В общем, смотрите. 50 тысяч шагов есть. Ура! Ура! У нас уже нет сил. Мы это сделали, но вы знаете, это не так легко, как кажется. Вроде бы просто ходить, да, и там, почему бы и нет. Но на самом деле, даже у нас, у людей подготовленных, тренированных, у меня вот ноги вообще отвалятся. Мы уже идем, я говорю, быстрее. Только давай. вдумайтесь, 40 километров 40 прошли мы километров. сегодня. С 12 утра, сейчас время 22, то есть сколько, 10 часов. Да. 10 часов мы на улице находимся, ну мы, конечно, перекусывали, заходили там, отдыхали чуть-чуть, но вообще... Ну, состояние такое, да. Мне кажется, как только мы придем, я вот принимаю горизонтальное положение, все. Как только моя голова касается подушки, я тут же отрубаюсь. Ну и ноги прям такие гудят. Из дома еще запишем? Наверное, да. Сейчас пластыри все с ног, с пальцев размотать нормально. Сейчас мы вам из дома напишем с нормальным освещением. Ну что, а мы вчера находились так, что, придя домой, просто упали сразу. Единственное, на что были силы, это душ и спать. Поэтому вчера мы вам не записали свои ощущения после поставленного рекорда, но сделаем это сегодня. Как наши ощущения сейчас? Подскажи, Константин. Ну, нет, нормальное ощущение. Немножко побаливают те места, которые были, которые в мозолях. Это у меня 3 пальца. Но это нормально, я думаю. А так, чуть-чуть спина. В принципе, нормально. Ходить можно, жить можно. Это у нас на следующий день мы снимаем, да, ты сказал. Да. Все отлично. Мы очень рады, что поставили рекорд. Мы очень крутые. У нас это примерно раз в год записываем такое видео, но я думаю, почаще сможем записывать. И будут новые рекорды, так что смотрите. Кто впервые на канале, подписывайтесь. У нас наша жизнь сопряжена со спортом. Обязательно.
будет много чего интересного. Да, и еще нам вообще очень интересно, а кто-то ставит ли подобные рекорды? Не бег, не марафон, а именно по шагам. Если вы ставите личные свои рекорды, они ведь могут быть разные. Там у нас это было вчера вот 50 тысяч шагов, у кого-то 20, 25 тысяч шагов. Пишите нам в комментариях, какие рекорды вы, свои личные рекорды ставили, побивали их, ставили новые. Это будет очень интересно, и нам в первую очередь посмотреть, сколько нас таких. Вот. А еще хочется добавить, что мы никого не призываем это делать, да, там ходить прям какое-то такое экстремальное количество шагов и километров. Нет, это просто, это наш выбор, да, мы ведем активный образ жизни, и для нас это является нормальным. Вот, конечно же, нужно учитывать в первую очередь свое состояние здоровья, потому что, вот, например, у меня, я очень боялась за колено. Сейчас проедет ребенок с звенящим самокатом. Вот, в прошлом году, когда мы ставили рекорд, у меня очень сильно болело колено после 20 тысяч шагов. Но как боль утихала в процессе, но потом снова нарастала, и было очень сильно дискомфортно. Я боялась этого. Но в этом году, благо, может быть, это сказался коллаген, который я пила, не знаю. Ну, в общем, чувствую я себя прекрасно. Сегодня с утра я, конечно, встала и такая думаю, так, завтра стану, я делать в спортзале не буду. В общем, многие у меня гудят. Гудят они после еще тренировки. Но в целом состояние такое, что уже вот такого активного чего-то, очень быстрого, резкого делать, конечно, сегодня не хочется. Сегодня мы высыпались, делали какие-то такие неспешные дела по работе, что-то там в Ютубе. Вот, поэтому день такой лайтовый. Да вообще вот 50 тысяч шагов, на самом деле не нужно ходить ежедневно обычным людям. Это совсем такой уже перекос, немножко перегиб в одну сторону. По уровням, там, по стандартам, кажется, 8 или 12 тысяч шагов ежедневно. Это нормальная норма, ну, для обычного человека. Ну вот мы решили так сделать. Так что сразу говорим то, что это ненормально так ходить много. Но я знаю, что люди ходят и по 100 тысяч шагов, ставят такие рекорды. Ну, не знаю, к этому придем или нет. Посмотрим. Так что ставьте лайк, если вам понравился. Да, подписывайтесь на наш канал, обязательно не забудьте написать в комментариях о своем опыте. Кто-то, кстати, может быть, делает рекорд не по шагам, а, например, стоит планку, да, там 5 минут рекорд, 10 минут рекорд, может быть, кто-то простоял больше. Вот обязательно пишите и делитесь с нами в комментариях, будет очень интересно это все почитать. Рекорды по отжиманиям тоже интересно. Да, такое тоже, кстати, очень часто. Такие, причем, я знаю, что многие ставят ежедневные, там, прибавляя каждый день. В общем, у нас таких, я думаю, очень много любителей спорта, активного образа жизни и соревнований с самим собой.